Тишина в павильоне! А почему у нас одна фаза жарит так, а одна нет? Что? Надо рубануть. Ты что-то жужжат страшно, ну, допустим, в лицо на... Блин. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DP Labs. Прошу прощения за долгие отсутствия, очень было много изменений, много работы. Сегодняшний ролик будет посвящен нашему электродвигателю, редуктору, ну и вообще, что у нас продвигается по теме квадроциклов, ну и, конечно, наш этот стенд для тестирования двигателей. Вот, давайте приступим. Так, что мы здесь видим? Мы видим наш двигатель, 15-киловаттная его версия. Вот. Он уже поженен с редуктором. Редуктор, как вы помните, с блокировкой дифференциала. Там нивовский диф стоит. Все это в сборе, все это работает. Мы создали для его тестирования стенд, который снимает крутящий момент. И мы можем замерить мощность, КПД и провести, так скажем, ресурсные длительные тестирования на номинале, на повышенных мощностях и т.д. Потому что в двигателестроении, так скажем, без стенда не обойтись. Сейчас мы вам его продемонстрируем. Также продвигается проект, точнее, начал продвигаться по квадроциклу. Вот его рама, даже ровная. В скором времени вы увидите, как он будет обрастать мясом. Под него готова замечательная батарея на 102 вольта. На налитии NMC, LG-шных. Вань, сколько там у нее емкость получилась? Да, 15 киловатт-часов, очень замечательно. Прошу обратить внимание, как сделана герметизация выводов. Мы приварили сливки для шлангов. Здесь будет просто одеваться силиконовый шланг, который будет идти вверх. И также он будет являться сапуном. И будет все герметично, потому что, ну, чтобы не мучиться. Вот. Прошу прощения, это охлаждение. Да, что это охлаждение? Батарея с охлаждением. Вот. Так как у меня много было другой работы, я не принимал участие в сборке батареи. Кстати, хотел спросить, там у нас что внутри? Эти ламели вот эти вот наши для охлаждения или как сделано? Нет, там просто идет. Трубка. Ну, я думаю, достаточно будет. Тут нагрузки не такие дикие. Но она так довольно-таки увесистая, надо взвесить потом. Сколько она весит, не знаешь? Ну, килограмм 30, наверное. Ага. Ну, хорошо, килограмма 32, наверное. Так, далее, что у нас здесь хорошего? Господа, прошу прощения. Так, ну мы пока тестируем не на нашем двигателе, а у нас есть двигатель от Golden Motors, в номинале он 5 киловатт. Вот, что мы имеем? Вот такой вот у нас стенд. Мы долго думали, что да как, хотели сделать в качестве нагрузки ретардер от грузовика. Но это все геморройно делать и решили так сделать. Взяли от Nissan Leaf двигатель, он работает в режиме генератора. И в качестве нагрузки думали, и Иван придумал взять сварочные реостаты. Они каждый по 500 ампер. Здесь у них много ступеней, можно подобрать нужную нам мощность. Они надежные, там внутри тены стоят. И как бы звездой подсоединили. Ну, то есть нагрузить сколько? Киловатт до 40, наверное, можно, да? Да, даже больше. Ну, на крайняк обдув сделаем. Вот они такие клевые, на все инструменты купили. У них номинальный ток 515 ампер. Нам вполне хватит. Ну вот что из себя представляет стенд. У него приделана система охлаждения. Вот, через вазовские муфты подсоединен двигатель. И здесь у нас имеется куплен на наличке очень неплохой датчик крутящего момента. Это у нас, не помнишь, до 50 вроде ньютон-метров этот? До 100, есть и на 300, и на 500. Вот. Классная вещь, потому что подобные, ну, за его точность не отвечаю, но в нашем, то есть вот для наших целей вполне хватит. Вот. И как бы у него есть еще цифровой выход, можно на ком сбрасывать, ну и так он показывает обороты и момент. Вот, собственно, и мощность показывает. Ну, то есть у нас, как, насколько я понимаю, момент на угловой скорости будет, собственно, мощность. Вот, и можно прямо реальные параметры снимать. Есть небольшая пока загвоздка. Мы сейчас, кстати, подключили к титановой кибитке, чтобы батарею новую не собирать, потому что та батарея на 102 вольта, а этот двигатель 20S. Вот, и контроллер в ошибку уйдет. Как бы мощность потребляемую будем снимать. В кибитке стоит шунт токовый, вот, но надо еще учитывать КПД самого контроллера. Я думаю, он, ну, не контроллера, это драйвера его, инвертора, что там он на мосфетах, но, думаю, КПД у него там 92-95%. Будем там 7%, 5-7% добавлять. Ну, как бы здесь высокотехнологичная педаль газа с тонкой регулировкой. Вот так вот сделано. Ну давай, вот. Все начало крутиться.
господа, обратите. Момент отрицательный показывает то, что вращение не в ту сторону. Не видно герцовка. Ну, в общем, он показывает 1 с небольшим ньютон-метр и мощность 22 ватта. Сейчас 268 оборотов. Ну, собственно, как происходит? Двигатель работает в генераторном режиме, вырабатывает трехфазный ток. Эти реостаты подсоединены звездой, внутри них тены. Собственно, вся энергия превращается в тепло. Вот тут что у нас есть? Радиатор вазовский. И вот насос для помпы. Для печки. Это же для печки? Вроде для печки. Ну вот все работает, все нормально. Сейчас мы погоняем его на Golden Motors'ском моторе. Сейчас, кстати, узнаем, какой у него в реальности КПД на номинале. Ну что, давайте газанем. Итак, господа, так как у нас реостаты свежие, они немножко обгорают. Тепленько идет, тепленько. Вот видите, мы включили... Вот так, господа, мы примерно подобрали на реостатах, чтобы мощность у нас была ближе к номиналу. Сейчас 4,7 ватта, 4,7 киловатта. 10-11 ньютон-метра на 4000 оборотов. Да. Прыгают чуть обороты, потому что пришлось одна фаза отключена, и как бы, а здесь как бы реостат вот в таком положении. Что у нас по потребляемой мощности? Так, вот здесь у нас показометр такой. Собственно, вот, 5,5 киловатт жрет, 5 вырабатывает. Вот КПД общей системы 90% получается. Где-то двигатели 92, 93. Ну, так Golden Motors и заявлял он на номинале. Ну что, Вань, попробуем прожарить на побольше? Давай еще фазу одну врубим. Вот это. Я пробую, Че, рубаю? Так, 8,8 киловатта. 20 ньютон-метров. До красна, смотри, раскалился. ни хрена себе. Может вырубить? А что с ним будет? Нормально. Ну, раскалился. Что, жалко, что ли? Так, на 8 киловаттах что у нас? 8 киловатт здесь. 10 здесь. У него КПД стал падать. Ой. Рубануть? Вот это подоткнуть. И здесь, да? Ой, 13 киловатт. Ну, греется не сильно. Итак, господа, эксперимент не удался, сразу стали все грустны. Короче, мы определили, что вазовская муфта не подходит для данного эксперимента. Я даже, там максимум у нас 13 киловатт было, немножко ее разгумосячило. Вот, как бы, что-то как-то страшно. Здесь кожух был. Иван, надо что-то придумать. Почему такое произошло? Странно. Вот. Это двигатель-то вот на 13 киловатт он только фигачился, а нам надо и помощнее тестить. Ну, будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь возьмем эластичную муфту, другую, не вазовскую. Как это, блин, все? А, и погнуло вот эти, да? А вы это из СТ-3 делали? Или это родное было хрень? Нет, из того, что было. Сталь подстаночная. Сталь подстаночная. Но, видишь, не надо. Да. Уж. Всего там около 5000 оборотов. Ну, ее же на кардане у вас нет 5000 оборотов. Короче, парни что-нибудь придумают, и мы продолжим. Главное, общая концепция работает. Все нормально. С реостатами надо на них от майнеров у меня где-то валялись. Вентиляторы поставить, чтобы хотя бы вонь разгоняло. И до красна там все не грелось. Но штуки хорошие, рекомендую. Можно батареи тестить. Это все-таки недорогущая электронная нагрузка. Так вполне пойдет. Вот. Нам, кстати, для длительных тестирований где-то надо лютый блочок питания найти или батарею адскую собрать. Вот, так скажем, для ресурсных этих тестов. Вот. Ну и, в принципе, какой-нибудь этот... Сколько нам там надо напряжение? 102 вольта, какой-нибудь адский транс. Диодный мост лютый. И конденсаторы у меня есть. Ну, что-нибудь придумаем, в общем. Это не проблема.
Вот, также хотел сказать про титановую кибитку. Мы ее вот пока взяли в качестве источника питания. Она проэксплуатировалась вот все это время. Были небольшие косяки, но косяки в основном это что у нас? Эти суппорта потекли, эти... От чего? Такие, да. Оковые суппорта потекли. Такое говно делают, я не знаю, сколько она проехала. Остальное ее грузят, в хвост и гриву эксплуатируют. И в зимнее время, правда, на ночь на зарядке оставляем, чтобы с батареей все нормально было. И для всяких этих злопыхателей, что у нас маятник развалится, все в порядке с маятником. В нее там где-то по 500-600 килограмм загружали. Всякого говнища, все живо. Вот видите, прям следы эксплуатации жестокой. На день, может, и на дольше хватает. Батареи в нуля никогда не разряжали. Ну, так вам честно скажу, мотор, колеса, ну, плохая идея использовать. Конечно, все это просто и т.д., но, как бы, думаю, поживет она долго. Вот. Ну, там, конечно, они сделаны, это G-Motors их делал. Вон, Ваня разбирал, скажи, там через жопу провода уложено. Короче, такое ощущение, что китайцы ногами делали. Но как-то это все работает. Ну, то есть, как бы... Пробегов у нее много, кузов наш даже живой, все не покоцалось, инвертором пользуются, когда что-то там сварить надо, в ней же встроенный инвертор на 5 киловатт. Нашел прям на Алике на 20S вот этот инвертор, там до 90 вольт. Нормально работает. Вот, как бы так, хорошая тачка. И эксплуататор, кто ее эксплуатирует, просит подогрев сидений ему активировать. Вот. Ну, как-то надо с этим разобраться. Датчик, контроллер температурный поставить, а то он себе либо задницу спалит, либо кибитку. Вот так вот, господа. Ну, что я вам скажу, скоро стенд мы приведем в порядок, правильно, Вань? В ближайшее время и вернемся к вам. Итак, господа, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, поделитесь лайками. До скорых встреч. Пока.